Всем привет, с вами Ганзи, и вы на новой серии сюжета «Цепи судьбы». Спасибо этим ребятам за материальную поддержку, и благодарю вас за актив. Он хоть и снизился, но это нормально для сюжета, который дошел уже до 33 части. Продолжайте ставить свои лайки, не забывайте про это и пишите комментарии. И я все еще не понимаю, почему вы не залетели к нам в телеграм-канал, ведь это место, в случае чего, поможет нам остаться вместе и грамотно определиться, что будем делать дальше в случае плохой ситуации на YouTube. Вы сами понимаете, о чем я. Так что ссылка в описании на телегу, залетайте. Также, кто не в курсе, у меня есть второй крутой канал, Ганзи Нинджа называется. На нем я делаю контент, не связанный с сюжетами, но связанный с Наруто и Боруто все так же. Там крутые факты, разборы, теории, озвучка манги Боруто, самая крутая на YouTube причем в наше время, и тому подобное. Вчера там вышел новый ролик про скорость Камы. Мне кажется, эта тема сейчас актуальна и очень интересна. Все факты по скорости Камы подкреплены пруфами из датабука и манги. Короче, зацените по ссылке в описании и подпишитесь на этот второй канал. Вы не пожалеете. Ну а это «Цепи судьбы», 33 часть. Глава 33. Спиральный союзник. Поужинав, я собрал тарелки и отправился их мыть. Кушина возмущалась, что сделает все сама, ибо доверять мне работу себе дороже. Я показал ей язык и все же принялся мыть. Минато сказал, что ей тоже необходим отдых, и отправил Кушину на диван читать книгу. Удивительно, как она бывает послушна и мягка, когда с ней говорит сенсей. Учитель встал рядом со мной, вытирая поданные после мытья тарелки. Я всеми силами старался думать о предстоящей встрече с Рин, но сегодняшние события с силой всплыли в памяти, приводя меня в злость. «Тебя что-то беспокоит, Обита?» – спросил Минато, убирая тарелку в сушку. Я молча кивнул. Поток горячей воды струился из крана. Кожа на моих израненных руках приобрела красноватый оттенок. Я ощущаю это тепло, но внутри меня стоит лишь жуткий холод. Страх, непередаваемый словами, чувство незавершенности, вина за свою медлительность. «Сенсей, могу я вас кое о чем спросить?» – тихо сказал я, смотря на то, как губка пропитывается влагой. «Конечно», – спокойно ответил учитель. «Если бы вы в своей жизни перешли на сторону зла, а потом бы у вас был шанс все исправить, откатить время назад до того момента, как бы вы поступили?» Задумался Минато, принимая новую порцию тарелок. «Думаю, я бы сделал все, чтобы не допустить тех событий, виной которых я стал». «Понятно», – тихо буркнул я. «А что если, изменив одно событие, цепь предыдущих оборвалась, и теперь вы не можете исправить всего? Что если история пошла другим ходом? Как жить, когда понимаешь, что ты не справился и не смог избавиться от груза прошлых грехов?» Наступила минутная тишина. Лицо Минато-сенсея стало серьезным, даже крайне удрученным. У меня сложилось впечатление, будто он и правда представил подобный вариант событий. После застоявшейся тишины он наконец ответил. «Мы все совершаем ошибки, так или иначе. Если ты чувствуешь, что виноват, значит уже на пути к исправлению. Да, быть может, не удастся точь-в-точь повторить те самые случаи. Однако, нужно ли это? Жизнь – удивительное сочетание невероятных событий, и каждая из них проверяет, что ты за человек. Если бы я оказался в такой ситуации, то просто делал бы все, что в моих силах, я думаю. Ведь если я хочу стать лучше, то в жизни мне непременно выпадет шанс. Я в это верю. Учитель, я...» С моих уст хотели сорваться слова признания, но Минато мягко перебил меня. «Я уверен, что близкие люди обязательно поймут и поддержат меня. Даже если я... То есть, вы будете вынуждены молчать об этом всем? Да, ведь нам порой трудно выразить своими словами ту боль, что есть на душе. Мы боимся ранить, обидеть или напугать наших близких. Только в такие минуты мы больше всего не понимаем одного. Дорогие сердцу лучше всего чувствуют именно безмолвную боль, ту, которая засела глубоко, порождая скорбь и неуверенность. И я думаю, что когда мы научимся делить нашу боль и переживания друг с другом вместо того, чтобы копить злость и обиду в себе, мир станет добрее, и каждый получит шанс исправиться». Я посмотрел на Минато. На его лице была немного грустная улыбка. Голубые глаза смотрели прямо мне в душу. Я передал ему последнюю тарелку. Сенсей протер ее полотенцем, затем положил руку мне на волосы и аккуратно потрепал их. «Надеюсь, я смог ответить на твой вопрос, Обита».
Ласково и спокойно проговорил он. «Да, спасибо вам, учитель», — ответил я, и уголки моих губ невольно приподнялись. Я пробыл у них еще минут 20, после чего попрощался, обещая сенсею, что буду готов к следующей тренировке на все 100%. Дело шло к ночи. Дождь наконец-то закончился. Солнце медленно опускалось к горизонту, обрамляя закатными лучами крыши домов. Добежав, я застал бабушку, которая мирно пила чай. Увидев меня грязного, в порезах и ссадинах, она неслабо заволновалась, суетливо кружась вокруг. Несколько минут я убеждал ее, что все хорошо, после чего крепко обнял. «Ты сегодня в хорошем настроении, Обита», — заметила она, пытаясь отряхнуть мою форму. «Ну, бабушка», — слегка отошел я, чувствуя неловкость от такой заботы. «Да, сегодня к нам зайдет Рин, а я так давно ее не видел». «Рин? О, боги, а у меня ничего не приготовлено», — обеспокоенно ответила бабушка, поглядывая в разные стороны. «И вообще, Обита-учиха, марш в ванную. Ты собираешься Рин в таком виде встречать? Какой ответственный юноша так поступает?» Бабушка очень любила Рин, которая часто ее навещала, пока я был на заданиях. Вместе они учились готовить разные вкусности и просто мило болтали, после чего Рин подшучивала надо мной, ибо бабушка рассказывает все мои детские секреты. Ничего доверить нельзя. Черт, я совсем забыл. Я побегу. Если Рин придет раньше, чем я выйду, скажи, чтобы подождала в моей комнате, хорошо? Боги, так у тебя же и в комнате, наверное, как всегда бардак. Давай я приберусь. Нет, ответил я еще более смущенно. Бабушка, я же не маленький, сам справлюсь. Бабуля захихикала, дергая меня за щеку. Прости, все забываю, что ты уже не малыш, Обита. Ба, пусти. Пыхтел я, заливаясь краской таких милых и ласковых слов. Я старался сполоснуться как можно быстрее. Не хотелось, чтобы Рин застала меня в одном полотенце, и я ж со стыда сгорю. Поэтому, смыв с себя пыль, грязь и запекшуюся кровь, я отправился в комнату, переоделся и уселся на стул. Время текло медленно, словно нарочно замедляя свой ход. Больше всего я это ненавижу. Круговорот размышлений захватывает меня, если я чем-то не занят. К тому же мне на глаза попались мои записи, которые я старательно спрятал от бабушки в толщу различных учебников, что одолжил у Какаши. Я еще раз посмотрел на часы и разочарованно выдохнул. Ладно. Хватит бежать. Я не смогу получить ответы, если сам не приложу к этому усилия. Когда я активировал Кама, мое тело по спирали погрузилось в секундную тьму. Я оказался в принадлежащем мне мире. Холодные каменные площадки, разной степени высоты, длины и ширины. Даже несмотря на то, что вверху была лишь видна тьма, в мире Камы всегда светло. На той плите, где я стоял, лежала голова, спиральный рисунок, одно подобие глазницы, внутри которой была лишь пустота. Зетсу. Так я записал в дневнике, а этого я прозвал Гуру-Гуру, видимо из-за специфичного вида. Наклонившись, я взял то, что от него осталось. Я покрутил в руках, надеясь обнаружить хоть одну зацепку, проливающую свет на происходящее. Но как бы я ни вертел, на ум совсем ничего не приходило. «И почему же ты оказался в таком состоянии, спросил я, не ожидая ответа. Но тот последовал незамедлительно. «А я откуда знаю?» – проговорил резонирующий искусственный голос. Я отбросил голову от себя и упал на задницу от неожиданности. «Ай, ой, моя голова!» – прозвучали стоны. Быстро придя в себя, я подполз к Зетсу и взял его часть тела в руки. «Так ты живой?» «Смотря что ты понимаешь под этим словом. Можно считать живым того, кто не какает». Моя бровь приподнялась в недоумении. Что-то подобное всплыло в памяти, вызывая раздражение. Однако я проигнорировал его глупый вопрос и сказал: «Ты ведь прислужник Мадары? Зетсу, я прав?» «Я не обязан тебе отвечать, странный мальчишка. Сейчас я свяжусь с остальными, и мы прикончим тебя». Гуру-Гуру издал звук, напоминающий попытку поднять что-то тяжелое, после чего выдохнул и сказал: «Что за черт? Почему я не чувствую остальных?» «Потому что ты в моем мире, в мире Камы. Я предполагал, что нечто подобное может случиться, ведь вы все связаны со статуей Геда, поэтому ты и помещен в мое измерение, откуда тебе никогда не выбраться». «Эй, ты жестокий маленький мстительный поганец. Я знал, что те, кто какают, непременно сами будут как говно». Я постучал его головой о каменный пол. Гуру-Гуру издавал звуки боли.
Ладно, ладно, прости, я не хотел сравнивать тебя с какашкой. Да хватит уже про свои какашки, возмутился я, затем выдохнул и продолжил. Или ты расскажешь мне все, что знаешь, или я брошу тебя за пределы этой плиты, и ты будешь вечность падать вниз в полной темноте. Запугать меня решил? Не выйдет. Поговорить и задавать свои тупые вопросы тебе тоже будет некому, добавил я, понимая, что это существо имеет весьма странный образ мышления. Нет, только не это, я все расскажу, взмолился он, изображая, будто бы плачет. Так-то лучше, отвечай четко и быстро. Ты прислужник Мадары? Ну, не то чтобы прислужник, можно назвать нас партнерами. Нет, Мадара-сан часто называл меня быстрее. Да ты такой нетерпеливый, может ты хочешь пока... Даже не думай, проговорил я, ударяя его еще раз об пол. Ай, понял. Когда ты последний раз видел Мадару? Не помню. Черт. Тогда так, что произошло с тобой? Не помню. Где сейчас Мадара, черт тебя подери? Не знаю. Ты лжешь! Крикнул я, собираясь со всей силы кинуть спирального в пучину Камуэ, но вовремя сдержался и просто положил его на землю. Почему ты злишься? Я ж даже тебя не знаю. Ну ты уже бесишься. Это странно. Может, для тебя это покажется странным, но когда-то мы были знакомы, Гуру-Гуру, проговорил я, массируя висок ладонью. А? Как ты меня назвал? Удивленно спросил спиральный. Гуру-Гуру. Такое имя я тебе дал. Не особо помню детали, но ты мне помог. Я был тебе благодарен. Ты что-то путаешь, человеческий ребенок. Я вижу тебя впервые. Вот поэтому я и говорю, что тебе это покажется странным. Послушай, мне правда нужна информация о Гуру-Гуру. Задумался тот. Я застрял тут, а единственный, с кем мне удается поболтать, это ты. Более того, у меня теперь есть имя. Я отвечу на твой вопрос, только если ты ответишь на мой. И что же это за вопрос? Мне очень интересно, как это у вас, людей, там... Что там? Ну, образовывается, причем такое вонючее, как я знаю. Тебе вообще что-то интересует, кроме этого? Я исполняю волю Мадара. У меня не может быть интересов. Однако этот вопрос занимает мое естество. Я этого не понимаю. Если ты мне расскажешь, то я так и быть поведаю тебе нужные факты про, черт возьми, какашки, проговорил я, чувствуя, как будто делаю самую мерзкую вещь на земле. Йоу, вот и договорились, радостно проговорил спиральный Зетсу. А теперь рассказывай. Но я и правда ничего не знаю. Да ты издеваешься. Нет, мы были в пещере Мадары, он куда-то уходил, сказав, что слышал обвал. Наверное, как всегда, проверял туннели. После этого вновь сидел на троне, раздавая указы другим Зетсу. А потом был взрыв, куча дыма, и моя голова такая уиу, и попала в щель, которая образовалась из-за взрыва. Я не мог регенерировать, а потом этот разрыв закрыло. Я потерял связь с остальными. Как ты выжил? Твои собратья кажутся довольно слабыми. Ты поразительно осведомлен, странный мальчишка, зло процедил Гуру-Гуру. Да, другие Зетсу значительно уступают мне в силе, ведь моя связь со статуей Геды намного сильнее и продолжительнее, чем их. Меня не так просто убить, поэтому Мадара-сан так меня ценит. Не ценит, а использует. Пробубнил я, сидя, скрещивая ноги, упираясь в них локтем, подпирая подбородок. Значит, на вас напали. Кто? Не знаю, у тебя со слухом плохо. Странно, уши такие большие. Нормально у меня уши, воскликнул я, не ожидая услышать критику от этого странного, но такого знакомого существа. Черт, я думал, что хоть ты прольешь свет на то, где сейчас Мадара. А зачем он тебе? Я собираюсь прикончить его, предотвратить ужасные события. Вот как. Протянул Гуру-Гуру совсем недобрым голосом с металлическим оттенком. Мадару не остановить. Его воля несокрушима. Я уверен, он сейчас жив и готовится исполнить наш план по погружению людей в вечный сон против воли. Ой, проболтался. Вечная Цукиёми. О, ты это знаешь? Умеешь читать мысли? Ну-ка, о чем я сейчас думаю? Он издевается. Точно. Может и правда выкинуть его вниз, избавив себя от проблем? Ты думаешь о какашках,
проговорил я, тяжело вздыхая. Ты точно читаешь мысли? Это супертехника? Не лезь в мои мысли, извращенец! Да больно надо. Я взял голову Зетсу в руки и понес к краю. Он – одна большая проблема. Более того, прислужник Мадары, поэтому наверняка попытается меня убить. Надо избавиться от него. Ох, оттуда веет холодом, проговорил он, трясясь у меня в руках. Мы уже закончили, но ты так и не ответил на мои вопросы. Я знаю, тихо проговорил я. Даже принимая во внимание все факты, у меня нет ненависти к этому существу. Весь его облик вызывал у меня ощущение давнего знакомства. Мне было жаль его. Ты медлишь, но почему? Неужели ты ни о чем не сожалеешь? Спросил я. Я лишь один из множества тысяч. Моя задача исполнять волю призвавшего. В отличие от вас, людей, у меня нет ни потребности, ни страха, ни чувств. Это не так. Я думаю, что когда-то и ты был человеком, пока не превратился в это, и ты так легко готов расстаться с жизнью ради того, кто тебя использует? Воля Мадары, моя воля. Чушь, ты же тоже имеешь интересы, пусть и весьма идиотские. Даже холод чувствуешь, хоть не понимаю как. Да у тебя и имя есть, Гуру-Гуру. Не делает ли это нас похожими? Я похож на человека? Спросил он после минутного молчания. Ты был им когда-то давно. Я не помню всего, но если мне удастся это вспомнить, то я смогу открыть тебе глаза, если у тебя они вообще есть. Быть человеком глупо и непрактично. Ну зачем ты пытаешься меня убедить? Я ведь убью тебя без колебаний, ты это понимаешь? Затем, что хочу показать тебе что-то помимо воли Мадары. Здесь ты свободен от этого влияния. Ты не связан с другими Зетсу. Сам же сказал. Неужели тебе не интересно, каково это быть человеком? Начал Гуру-Гуру. Я не понимаю тебя. В чем смысл твоих действий? Откуда ты знаешь про нас? Ты говоришь, что знаешь меня, но я вижу тебя впервые. Если ты готов узнать, то я дам тебе возможность, ведь каждый имеет шанс на исправление, проговорил я, вспоминая слова Минато-сенсея. Я ведь все равно отсюда не сбегу, поэтому могу позволить себе попробовать быть другим. Именно. А потом, как попробую понять других, убью тебя и сбегу, так? Спросил он совершенно невинно. Нет, черт, ни хрена ты не понял, нельзя меня убивать. Нельзя? Опять не понимаю. Убив меня, ты лишь усугубишь свое положение, ибо только я могу тебя вытащить отсюда, ответил я, указывая на Шаринган. Ты как Мадара владеешь Шаринганом? Ты из клана Учиха? Именно. Только я не как Мадара. Почему? Разве вы, Учиха, не должны тоже следовать его воле? Нет, Мадара хочет уничтожить привычный нам мир, полагая, что тем самым решит все проблемы, но это ложь. Хотя для тебя это все равно непонятно, я прав? Да, опять читаешь мои мысли? Как же ты меня бесишь, Гуру-Гуру. В общем, моя смерть лишь навсегда запрет тебя здесь. Значит, убивать тебя нельзя. Да. И уйти отсюда тоже нельзя. Да. И как же я лучше пойму людей, по твоему мнению? Если согласишься с моими условиями, то я тебе покажу. Все равно времени у тебя хватает. Если я получше узнаю про людей, то и про О боги, да. И про них тоже, только угомонись уже. Ладно, я постараюсь тебя не убивать и сидеть здесь. Прошипел я. В таких случаях говорят «обещаю». Ой, да, обещаю. Слабо верится. Ладно, сиди тут, мы еще поговорим позже. Я положил Гуру-Гуру на землю и заметил, что его шея увеличилась в размерах. Ты регенерируешь? Да, в отличие от остальных я сильнее и полезнее. Такие раны пустяк. А вы так можете? Нет. Я задумался, а затем взял небольшой складной нож, который ношу в кармане, и отрезал несколько кусочков от Гуру-Гуру. «Ай, нежнее, сэмпай!» – проговорил он. «Не говори это таким голосом!» – воскликнул я, опешив от подобных фраз. «Какой же ты странный, Гуру-Гуру!» – сказал тот, кто отрезал от меня кусочек. «Это для дела. Ладно, я навещу тебя позже. Помни о нашем уговоре». «Будто бы у меня есть выбор», – справедливо отметил Гуру-Гуру. Продолжение следует. Да, чуваки, краткая информация. Серия получилась такой короткой, потому что только здесь я могу сделать логическую концовку на сегодня. Если я продолжу дальше, то мне придется озвучить еще на минут 20-30 минимум. А на сегодня у меня не хватает столько времени. И если бы я продолжил, серия могла бы сегодня не выйти из-за того, что я не успел бы ее смонтировать.
было бы слишком поздно и неактуально выкладывать в такое время. А тормознув здесь, мы сделали логический конец серии, и я смог порадовать вас хотя бы этим. Ну и согласитесь, серия вышла интересная и интригующая. Это очень интересное событие в этом сюжете. Ну а с вами был Ганзи. Спасибо за просмотр, еще услышимся.